Как душа умершего прощается с родными? Может ли приходить в гости? Мы часто задаемся вопросом о том, как прощается душа умершего человека с близкими. Куда она уходит и какой путь проделывает? Ведь не зря так важны дни поминания ушедших в мир иной. Кто-то не верит в существование души после смерти человека, кто-то, наоборот, усердно к этому готовится и стремится, чтобы его душа жила в раю. Вы обращали внимание, что иногда в жизни, когда попадаешь в тупиковую ситуацию, появляется человек, который показывает из нее выход. Он похож на луч света, освещающий вашу жизнь, которую накрыла тьма. Появление такого человека в тяжелый момент не случайно. Встречу с ним вам организовывает дух умершего человека, давая возможность найти выход из создавшегося положения. Как души умерших общаются с живыми? Многим, кто терял близких, знакомы чувства, которые вызывает утрата. Пустота, тоска и дикая боль в душе. Скорбь по ушедшим близким – одно из наиболее болезненных психологических состояний. Однако, есть множество сведений о том, что живые получают послания из тонкого мира. Не будем брать в расчет исследователей, целенаправленно изучающих возможности двусторонней связи с потусторонним миром. Есть немалое количество людей, утверждающих, что они не прикладывают никаких усилий, чтобы видеть души ушедших. Видения происходят, на их взгляд, непроизвольно. Как души умерших общаются с живыми, застрявшие между мирами. Люди часто пугаются, когда в их домах отчетливо слышны шаги там, где никто не ходит. Сами собой включаются краны с водой и выключатели света, могут с завидной регулярностью падать вещи с полок. Иными словами, наблюдается активность полтергейста. Но что происходит на самом деле? Чтобы понимать, кто или что выходит с нами на связь от имени умерших, нужно представлять себе, что происходит после смерти. После смерти физического тела душа стремится вернуться к Творцу. Некоторые души сделают это быстрее, а другим понадобится больше времени. Чем выше уровень развития души, тем быстрее она достигнет дома. Однако, душа может по разным причинам задержаться в самом близком по плотности к физическому миру астральном плане. Иногда умерший не осознает, что происходит и где он находится. Он не понимает, что умер. Он не способен вернуться в физическое тело и застревает между мирами. Для него все остается по-прежнему, кроме одного. Живые люди перестают их видеть. Такие души принято считать призраками. На какой срок душа-призрак задержится рядом с миром живых, зависит от уровня развития души. По человеческим меркам время пребывания определенной души параллельно с живыми людьми может исчисляться десятилетиями, а то и веками. Им может понадобиться помощь живых. Звонок с того света. Телефонные звонки от обитателей тонкого мира являются одним из способов связи. На мобильные телефоны приходят СМС, поступают звонки со странных номеров из множества чисел. При попытках перезвонить на данные номера или отправить ответ выясняется, что данного номера не существует, а позднее он и вовсе удаляется из памяти телефона. Такие звонки, как правило, сопровождаются очень сильным шумом, похожим на ветер в поле и громким треском.
Через треск проявляется контакт с миром умерших. Будто прорывается занавес между мирами. Фразы короткие и говорит лишь позвонивший. Звонки, поступающие на мобильные телефоны, наблюдаются в первое время после того, как человек умер. Чем дальше от дня смерти, тем реже они становятся. Адресаты таких звонков могут не подозревать, что звонившего нет в живых. Это выясняется позже. Вполне возможно, что такие звонки совершаются призраками, которые сами не осознают своей физической смерти. О чем говорят умершие, когда звонят по телефону? Иногда, звоня по телефону, умершие могут просить о помощи. Так, одной женщине поздно вечером позвонила младшая сестра, которая просила ей помочь. Но женщина была очень уставшей, поэтому пообещала перезвонить на утро следующего дня и помочь всем, чем сможет. А минут через 5 позвонил муж младшей сестры и сообщил, что уже около 2 недель его жена мертва, и ее тело находится в судебно-медицинском морге. Ее сбил автомобиль и водитель скрылся с места аварии. Души, позвонив по телефону, могут предупредить об опасности живых. Молодая семья ехала на автомобиле. За рулем сидела девушка. Машину занесло, и она чудом не перевернулась, съехав с трассы. В это время звонил мобильный телефон девушки. Когда все немного пришли в себя, выяснилось, что звонила мама девушки. Ей перезвонили, и она дрожащим голосом спросила, все ли в порядке. На вопрос, почему она спрашивает, женщина ответила, звонил дедушка. Он умер 6 лет назад, сказал, она еще жива. Ты можешь ее спасти? Помимо сотовых телефонов голоса умерших людей можно услышать в колонках компьютера наряду с техническими шумами. Степень разборчивости у них может варьироваться от совсем тихих и едва разборчивых до относительно громких и хорошо различимых. Жизнь после смерти. Мы не умираем, а переходим в другой мир, в новую жизнь. Подписывайтесь на канал.